Соединила я на прямострочной машине обе половинки брюк. И сейчас я могу смело убирать наши стежки временного назначения. Нам они не нужны. После соединения подкладки на прямострочной я обязательно шов соединения, шов закрепления проутюжила. Подкладка стала такая вот более-менее уже ровненькая. Если есть излишки, у меня здесь получились небольшие излишки, я их сейчас остановлю. Что касается левой половинки брюк, та сторона, которая у нас идет без цельнокроенного гульфика, я закрепила полностью по переднему среднему шву. По входу в карман у нас временные стежки останутся, мы их никуда не убираем, пока мы не закрепим с малой мешковиной и не отстрочим отделочной строчкой. Другую сторону, а именно сторону, которая у нас с цельнокроенным гульфиком, я тоже закрепила по шаговому, по боковому шву, но в области цельнокроенного гульфика сделала такую вот маленькую обработку. То есть обязательно отметила линию перегиба гульфика. Мы здесь сделали рассечку, линию перегиба. Сделала также строчку временного стежка, означающую помимо намеловки линию перегиба. И на вот этот вот припуск приклеила флизелин, тоненький флизелин. Так как у меня ткань тонкая, я рекомендую усилить этот участок дублерином тоненьким или флизелином, чтобы он лежал красиво, а не такой, как сказать, волной. Лучше усилить и строго срез дублерина или флизелина укладывать строго по линии перегиба гульфика. Вниз, вот чуть-чуть немножко ниже, я его спустила. То есть не на уровне среза гульфика, а чуть ниже на сантиметр. Спустила подлиннее. Саму подкладку в этой области не закрепляла на прямострочной машине. Здесь нет смысла закреплять, только в нижней части гульфика по среднему шву передней половинки закрепила. А этот участок мы при обработке просто вот так вот заутюжим, и у нас срез подкладки будет там внутри, но держаться будет за счет отделочной строчки. Вот, самое главное, что нужно обратить внимание при соединении подкладки, что она при раскрое, особенно при косых срезах, где срезы косые, она хорошо растягивается. Вот этот вот участок мы ни в коем случае не должны подкладку закреплять, чтобы она была натянутая. Вот здесь в данный момент у меня она вот такая вот как воздушная, вот ее прям видно, она такая вот немножко маленьким таким бугорком стоит, пузырьком. Этот участок очень важный, чтобы при соединении среднего шва он у нас не тянул и не стоял таким вот пузырем с лицевой стороны на ткани верха. На подкладке пусть. Это нормально. Это самый такой правильный метод обработки, чтобы подкладка у нас была свободная. Особенно вот в этом вот месте. Дальше мы можем уже обрабатывать сам боковой карман. Для начала нам нужно его обработать с малой мешковиной. То есть закрепить цельнокроенную обтачку бокового кармана к малой мешковине. И уже дальше закреплять сам карман полностью. После того, как мы заготовили подкладку с основной брючиной, нам нужно обработать боковой карман. Малую мешковину мы уже срезали за минусом вот этой вот цельнокроенной обтачки. Она у нас срезана в крое. И сейчас получается так, что мы вот эту вот малую мешковину должны приложить к срезу прям впритык, так же как подкладку, к линии подгиба бокового кармана. То есть они должны, две подкладки, встретиться между собой. Я должна уравнять их и уложить прям вот так вот впритык. Но хочу пометить, в таких случаях очень часто, еще раз повторюсь, подкладка по косым срезам очень сильно растягивается. И нам нужно учесть о том, что вот это место надо немножко, чуть-чуть прям припосадить. Укладываю я
малую мешковину с брючиной. И вот сопережаем вот эти вот места, именно пересечение верхнего среза брючины и верхнего среза мешковины должны быть на одном уровне. И линия перегиба бокового кармана прям в стык с срезом подкладки. Я сейчас скалю. Немножко подкладочку припосажу. Прям чуть-чуть. Но важно то, что у нас боковой срез брюк должен совместиться с боковым срезом подкладки. То есть они должны прям вот совместиться на одном уровне. Вот я сколола. Проверяем. На одном уровне у нас вроде ровно. У нас должна подкладка попасть под обстрочку. Немножко поправлю вот так вот чуть-чуть. Прям чуточку. Вот. Сейчас я должна на прямострочной машине закрепить цельнокроенную обтачку бокового кармана с мешковиной. И начну я вот от нашей стыковки, от линии пересечения мешковины и брюк, и закончу на пересечении верхнего среза брючины. Вот для этого, вот именно для этого я усиляла вот эту цельнокроенную обтачку бокового кармана, потому что она может при настрачивании мешковины растянуться. Так как мы усилили этот участок тоненьким флизелином, он у нас будет легко и красиво, ровненько настрачиваться. Сейчас я вот это вот настрочу. Цельнокроенную обтачку настрачиваем на подкладку. Можно в середину оверлока, можно где-то на 0,1, на 0,2. Ну вот лучше, конечно, в середину оверлока, там, где идет строчка посередине ширины оверлока. Проверяем, как у нас уложен срез подкладки. Он не должен отступать. Если вдруг он отступил, лучше поправить, потому что эта подкладка, она может скользить. Конечно, лучше сметать было, но ладно, я не буду сметывать. И заканчиваем мы строго на перегибе заутюживания самого входа в карман. Вот что у нас получилось с внутренней стороны. Хотя я немножко приподсаживала вот эту вот подкладку, она даже нисколько не пошла волной, потому что она все-таки в какой-то степени немножко растянулась. Сейчас мне нужно вот это вот наметать, поправляя все припуски наши подкладки брюк и подкладки мешковины, и проложить отделочную строчку по самому входу в карман. Вот я сейчас отпарила,
И должна вот этот вот участок наметать, чтобы мне при прокладывании отделочной строчки было удобней отстрачивать, чтобы она никуда у нас не уходила и получилось красиво. Вот, получается, что я сейчас проложу отделочную строчку по входу в боковой карман. И мне нужно обметать вот этот вот участок малой мешковины на оверлоке. Почему? Потому что он у нас будет, вот этот вот участок, настрачиваться на большую мешковину. Ну вот, проложила я отделочную строчку по входу в боковой карман. И хочу пояснить, что по ГОСТу, по стандартам, ширина отделочной строчки у таких карманов, у таких брюк может быть и должна быть минимум 0,5, максимум 0,7 миллиметров. У меня получилось 0,6. Это самая стандартная ширина отделочной строчки, которые обрабатываются такие виды карманов. Сейчас мы уже можем смело убрать все наши предварительные вспомогательные строчки временного стежка. Нам они больше не нужны. Этот узел мы обработали для того, чтобы нам ориентироваться по линии прикладывания, по линии перегиба. Нам они больше не нужны. По боковым швам они тоже нам не нужны. Я сейчас это все уберу. И данный узел я должна отпарить. То есть придать внешний вид, придать ВТО. Самая загвоздка в обработке этого узла, то, что у нас внутри должны быть зацеплены все припуски отделочной строчкой. Не должны быть не захваты срезов подкладки. После того, как мы убедились, что у нас все хорошо, вот этот участок мы отпарили, нам нужно закрепить вход в карман на большую мешковину.